Всем привет! Сегодня будет длинное видео о том, как мы снимали очень большую фотосессию. Первый прыгнул, Всем привет, меня зовут Света, и это видео о том, как мы снимали очень большую фотосессию, которая длилась аж 7 дней подряд. Я все это снимала на видео, и сейчас вам обо всем расскажу, как мы все это воплощали. Начну с того, что мне пришла идея пофотографировать чародеек вот в обычной одежде, то есть как они ходили там в школу, по улицам и так далее, без каких-либо костюмов и крыльев. Ну вот просто мне пришла такая идея. Я планировала создать такие осенние фотографии в стиле улиц, даже немножко с мрачноватой атмосферой, и самым главным для меня во всем этом было подобрать под каждую стражницу свою атмосферу, свои цвета, свой образ, одежду и так далее, чтобы это все ее как-то характеризовало, то есть для каждой должен быть свой сюжет, в который я впишу какую-то из девочек. Я поняла, что должна сделать как минимум 6 фотографий, то есть по одной на каждую девочку и один общий кадр. И, если честно, я очень загорелась этой идеей и практически сразу приступила к съемке. Всей этой съемкой я занималась около 2 месяцев, потому что под некоторых стражниц я никак не могла придумать сюжет. Некоторых у меня не получалось отснять с первого раза, и вообще только на одну обработку у меня ушло 7 дней. Но давайте обо всем по порядку и начнем с самого начала. Я начала с Корнелии, потому что у меня уже было в голове место, где я хочу ее сфотографировать. Это было кафе у нас в городе. И по моей задумке это должна была быть такая теплая осенняя фотография с летящими желтыми листьями из ее волос. И я сразу же поспешила начать эту съемку. Ну никуда без меня. В общем, я решила начать сегодня с моей самой любимой стражницы. И выбрал для этого вот такое вот кафе. Мы сейчас попробуем сделать фотографию в 2 местах. Вот здесь и потом там. Потом я покажу. Для этого я специально насобирала пакет листьев, которые мы сейчас будем подбрасывать. Я хочу сделать такие кадры, как в мультфильме, когда у нее летели листья. В общем, на самом деле на улице очень холодно. Я надеюсь, что мы успеем все это сделать очень быстро. Я надеюсь, что я опять не заболею. Я попросила в кафе, чтобы мне дали вот такой вот стаканчик. Он с листьями, но с какими-то летними листьями. Думаю, в общем, что он мне подойдет. Я очень долго сначала не могла решить вообще, в каком углу этого кафе мне лучше всего фотографировать. Мы сделали несколько пробных кадров, посмотреть, где вид смотрится лучше. Вот вы сейчас их видите. Но на самом деле в этот день нам совсем не повезло с погодой, потому что небо было очень туманное и темное. И моему фотоаппарату было темно очень все это фотографировать. Мы очень мерзли, и вообще минут через 10 всей этой съемки начался дождь. Парик начинал намокать, в общем, ничего не получалось, смотрела на готовые кадры и понимала, что совсем ничего не выходит, потому что у меня в голове была совершенно другая картинка того, что должно было происходить. Я еще поняла, что я очень сильно ошиблась с одеждой, я думала выбрать что-то такое миловидное, но на самом деле, на деле это все смотрелось как-то, совсем не в стиле Корнелии. Я это поняла уже поздно, к сожалению, но вот бывают такие ошибки. В общем, когда мы окончательно уже замерзли, решили зайти в кафе, выпить горячего кофе, немножко согреться, настроение было совсем не очень. И потом, когда я пришла домой, посмотрела фотографии, убедилась в том, что на самом деле ничего не получилось. Вот вы можете видеть, это лучшее вообще из того, что вышло. Я поняла, что нужно все переделывать, начиная от одежды и заканчивать там ракурсом и постановки всей фотографии в целом. Конечно, я расстроилась, но что было делать, поэтому я приступила к созданию этой фотографии заново. Я решила начать с более тщательной продумки образа и остановилась на арте одной художницы, который безумно мне понравился. Я также делала на него косплей, но решила немножко изменить его, сделать его более осенним вариантом, поэтому выбрала такой теплый свитер. Мы опять приехали на то же место. Нам немножко больше повезло с погодой, потому что было солнце, но было на самом деле жутко холодно. Вот тот негативный опыт мне помог, потому что я представляла уже, что не нужно делать, я четко знала, с какой точки нужно фотографировать, как опускать камеру и тому подобное, поэтому мы отсняли все за 10 минут, мне кажется, даже меньше. Я даже не успела замерзнуть, и когда приехала домой, мне понравилось несколько фотографий, я была этому рада. Вот вы можете сейчас их видеть, и выбрала всего лишь одну для того, чтобы сделать ее основной, можно сказать, и на этом съемка Корнелии у нас была закончена.
Второй для меня была Тарани. Я решила выбрать для нее желтые и красные оттенки, основываясь на скринах из мультфильмов и различных картинок по комиксам. Не знаю, фотографироваться вот так вот или вот надеть такие наушники, фотографироваться в них. Я, если честно, очень старалась хоть как-то приблизиться к Тарани. Надеюсь, что у меня это хоть частично получилось. Хотя мне кажется, это все-таки какой-то более зимний вариант. Наверное, я буду без них фотографироваться. Но на улицу можно идти в них, потому что у нас на самом деле очень холодно. И уже даже выпадает снег. О, смотрите, я здесь прям кажусь темнее в тени. На самом деле я не blackface. В общем, я хотела фотографироваться со спортивным мячом. Потому что, если кто знает там комикс или хорошо помнит мульт, то Тарани играла в баскетбол со своим братом. Вот я хотела сделать спортивную фотографию, а сейчас, в последний момент, мне пришла идея сделать фотографию с фотоаппаратом, потому что, кто знает, Тарани увлекалась фотографией, она была фотографом. И, в общем, я сейчас думаю все поменять в последний момент и сделать вообще другую фотографию. Или сделать две фотографии, потом посмотреть, какая из них будет лучше. Смотрим, что мы сейчас решим. Сейчас спрошу у бабушки, что она думает по этому поводу, потому что она будет меня фотографировать. Я нашла более-менее похожее место, и мы практически сходу сделали нужные фотографии, потому что я четко знала расположение кадра, какое должно быть. И после этого решили прогуляться и найти какое-то интересное место для фотографий с фотоаппаратом. Наткнулись на кофемашину, которая мне показалась очень сочетается со мной по цветам, и попробовали сделать какие-то снимки с ней. Для меня это было первое перевоплощение в Тарани, и знаете что? Мне очень понравилось, потому что мне действительно очень нравится пробовать каких-то с первых взглядов не похожих под меня персонажей. И дома с большим любопытством я рассматривала эти кадры, смотрела, как я во всем этом смотрюсь, и мне понравились фотографии как с первой, так и со второй идеей, но как основную я решила выбрать все-таки первую задумку. Для этой съемки в Ирме я попросила у Нади ее парик. Она любезно согласилась мне его предоставить. Надя, спасибо большое, что ты помогла мне это все осуществить. У меня была задумка делать фотографии прямо под настоящим дождем, чтобы было видно капли на зонтике, чтобы было видно, что действительно идет дождь. Но когда я стала думать, как мне это все осуществить, я поняла, что это очень накладно, потому что фотографу нужен будет еще третий человек, кто будет держать над ним зонт, чтобы фотоаппарат не намок. И вообще, конечно, фотоаппарату очень опасно вот этот конденсат воды. Тяжело, на самом деле, на камере будет это все поймать, нужно будет менять настройки, пытаться выставить все так, чтобы он действительно уловил эти капли дождя, чтобы на лице не было вот таких полосок. Ну, в общем, я поняла, что это на самом деле очень тяжело будет сделать, и под дождем вот это все менять, переставлять, это будет действительно проблематично. Поэтому я пришла к мнению, что лучше это сделать в обычную погоду, и дождь уже потом мне самой нарисовать. И вот сейчас мы будем выдвигаться, у нас солнце на улице, и будем в солнечную погоду фотографировать дождь. У меня тут есть два подходящих зонта. Первый это вот такой вот прозрачный зонт со звездочками, а второй вот такой вот, он в разных цветах, такой пастельный. Не знаю, какой лучше будет использовать, мне кажется, что прозрачный, потому что на нем еще сверху будут капельки воды. Учиться тяжело было фотографировать? С трудом, но научились. Видите, какой творческой жизнью мы тут живем? Точно, точно. Я выбрала для Ирмы обычный осенний плащ, мы приехали в центр города, и я решила вообще не париться и сделать фотографию на обычной улице, не искать какие-то художественные виды и тому подобное. Когда мы все это снимали, я понимала, что просижу над обработкой этого кадра несколько часов, а возможно и дней, рисуя все эти детали. Но когда я пришла домой, я была удивлена, потому что получилось достаточно много хороших кадров, и что я даже не смогла выбрать, какой все-таки сделать итоговым. И мне очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, напишите, какая фотография нравится вам больше, вот первая или вторая, потому что, если честно, я до сих пор не могу определиться.
Когда с легкими персонажами было покончено, начались все мои сложности. Если честно, фотографию для Халин я придумала в самом начале. Она должна была стоять рядом с каким-нибудь китайским кафе, наподобие Серебряного дракона, что было в мультфильме. И я облазила миллион сайтов, поняла, что в нашем городе вообще нет ничего похожего, вот прям серьезно ничего нет. То есть у нас есть Якитори и какой-то Сушимин, но нигде там не было подобного дизайна, даже обычных китайских фонариков и то не было. Тогда я поняла, что нужно делать все своими руками, и так как накануне был Хэллоуин, я купила в фикс-прайсе обычные китайские фонарики и потом покрасила их дома. Я нашла кафе, которое подходило мне по цветам, мы приехали туда, и, внимание, я втихомолку повесила свои фонари на него, но потом, естественно, их забрала, когда мы уходили, и мы начали съемку, пытались сделать фотографии в нескольких местах с разных ракурсов. Я подобрала одежду в розово-фиолетовых оттенках, основываясь на нескольких рисунках Халин. Конечно, я понимаю, что внешне я совсем на нее не похожа, но мне очень хотелось попробовать ее образ, потому что она мне очень нравится. И потом, когда я пришла домой, я выбрала несколько удачных для себя снимков и обработала один для финального итога. Последним и самым сложным для меня была фотография Вил, потому что я никак не могла придумать для нее идею, мне ничего не шло в голову, я пыталась сделать вообще вот фотографию просто с нуля, обычную, с сердцем Кондракара, но она показалась мне скучной, я еще сидела и думала где-то неделю над этим, и потом мне в голову пришла идея сделать фотографию с мистер Хагглсом в зоомагазине. Я облазила очень много сайтов, там Авито даже смотрела, сайтов различных зоопарков, но ничего не было. Потом в итоге я нагуглила шиншиллу, поняла, что она более-менее похожа, и шиншилла у нас и в городе оказалась только в одном контактном зоопарке, поэтому я поехала туда. Сейчас идем в контактный зоопарк и будем фотографироваться с шиншиллой, точнее будем пытаться фотографироваться с шиншиллой, потому что, если честно, я немножко побаиваюсь. Если вдруг она залезет на парик и будет его как-то сдирать, то не знаю. В общем, сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Для Вил я выбрала розовую толстовку, оранжевый свитер, и так получилось, что это были те вещи, в которых у меня не получилось сделать фотографию в Корнелии. Мы пришли в контактный зоопарк, вместе с детьми стали там ходить, и на самом деле это было очень забавно, я даже гладила енота впервые в жизни. Пока вы лицезреете эти кадры, я расскажу вам забавную историю. Мы решили подойти к клетке с обезьяной, посмотрели на нее, и потом я почему-то решила отвернуться, посмотрела там фотоаппарат, по-моему, и в этот момент обезьяна вытаскивает свою лапу из клетки и стягивает с меня парик, прям при всех людях. Вы представляете, что подумали работники и люди, которые там ходили, глядя на это? В общем, это было, конечно, очень забавно, мы там все посмеялись, но я думаю, что они все были в шоке. Шиншилла, кстати, оказалась такой прелестью, она так спокойно сидела у меня на руках, ее было очень приятно гладить, вообще это сплошной комочек антистресса. Не знаю, я получила безумно большое удовольствие, сходив в этот зоопарк, и вот такие вот кадры у меня там получились. В общем, ребят, мы сейчас находимся в подворотне, мы снимали здесь очень большой финальный кадр. Самым важным для меня был этот финальный кадр со всеми чародейками, которые я решила сделать в подворотне, да, не удивляйтесь, вот в той подворотне, в которой в мультфильме всегда открывались порталы. Я понимала, что это будет самой сложной фотографией всей этой съемки, потому что мне предстояло переодеваться 5 раз в 5 костюмов и соблюдать при этом места, на которые я должна была вставать, чтобы не загораживать место другой. В общем, я попросила свою подругу помочь мне во всем этом, и очень благодарна, что она на это пошла. Спасибо большое. И знаете, кто сегодня был моим фотографом? Вот этот человек с улицы. Раскрой себя. В общем, спасибо большое, что мучился со мной. Занимался этой фигней. Да. Какие волосы у человека могут быть? Иногда. Кстати, классно смотришься на фоне этой подворотни.
Мы снимали больше 3 часов, и за это время смеялись так, как не смеялись, наверное, за несколько месяцев, потому что тут ездили машины, ходили какие-то прохожие люди, ходили работники, маляры, которые красили стены, и это было безумно смешно, мы просто не могли остановиться, серьезно. Короче, пока мы снимали, вот маляры покрасили вот это вот белым, и вот это вот. В целях экономии времени я заранее продумала, в каком порядке буду надевать костюмы, и это зависело от макияжа по прибавлению, то есть я начинала с самого минимального макияжа, потом его увеличивала, там красила брови, поэтому там у меня Тарани с черными бровями была последняя, там Вилл предпоследняя. Также я заранее придумала расстановку чародея, кто с какой стороны будет стоять, в какой позе, но все равно на это ушло достаточно много времени. Я переодевалась в один костюм, мы делали фотографии, смотрели, есть ли хотя бы один удачный снимок, и после этого переодевались в другой. Я до сих пор не понимаю, как я доперла все эти костюмы до места, но это стоило того, потому что мы действительно просто ужасно угорали над всем происходящим, и люди, проходящие, тоже над нами угорали, и нам было от этого вдвойне смешно. Вот это мое барахло. А вот это не мое. Вот вы можете видеть, сколько там было человек, вот эти маляры, и сколько было прохожих. Скажу честно, что нам очень сильно повезло с погодой, потому что до этого я снимала в очень холодных условиях, а в этот день прям было солнце, я ничуть не замерзла, там мне стало прохладно только к концу прям 5-й Тарни, я уже тогда хорошо так подмерзла, но вообще мне очень сильно повезло, если бы не эта погода, не знаю, что бы вообще получилось. В конце мы уже стали просто страдать фигней от всего этого веселья, но по итогу у нас получились достаточно классные фотографии, мне было из чего выбрать. Я редактировала этот снимок 3 дня, и вот каким он получился в итоге. Вот и все, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, так же, как и мне понравилось делать его для вас. Большое спасибо за просмотр, скоро увидимся, пока!